Приветствую всех на канале The Beggar Guardsman. Сразу же извиняюсь за временное отсутствие. Здоровье не позволило выпустить ролик вовремя. Но сейчас мы все поправим. Итак, сегодня у нас сборка, и сразу оговорюсь, это первая моя сборка, а посему она переполнена аккуратизмом и рукожопием одновременно. Но по моему скромному мнению, от этого она еще более интересна тем, кто еще этим не занимался. Собирать я решил темпесту сционов. После огромного количества просмотренных видео о том, как собирать любые минки, я решил подготовиться. Этого не было показано в видео, но это имело место быть. Первым делом я взял большую емкость в виде таза и набрал туда теплой воды. Также добавил моющего средства. Хорошо разболтал все это, потом вкинул туда литники, дабы они откисли. Потом почухал их старой зубной щеткой и сполоснул, оставив высыхать. Сразу уточню, что видео будет максимально сжато, показывать процесс с промежуточными результатами, ибо как весь процесс у меня несколько затянулся, да и без этого занимал много времени. Но вам я покажу все это в сокращенном виде. Теперь приступим. Берем литник и срезаем все необходимые части, заранее определенные вами перед началом. Стараемся делать это осторожно, чтобы не повредить сами битцы. Когда же данный этап окончен, берем модельный нож и надфиль и зачищаем места среза и мудлайны. Все это не показываю в полной мере, ибо этого и так много в ютубе. Техники зачистки и подготовки битцов я вас не смогу научить, но смогу показать, как это делают рукожопые новички. После долгого и тщательного процесса зачистки я решил просверлить ствол в Hot Shot Last Gun, накернил место для сверла кончиком ножа и приступил. Ствол тонкий, а поэтому пришлось взять самое тонкое сверло и очень аккуратно, но сильно придавливая насверлить ствол. Дальше я зачистил подставку, приступил к процессу склейки миниатюрки. Надо признать, сборка сционов действительно очень продуманная и легкая. Членение позволяет без особых трудностей быстро склеивать их в кучу, но все же без происшествий не обошлось. И я случайно отломил антенку на тушке сциона. И потом приклеил ее обратно. Процесс склейки шел быстро и почти беспроблемно. Битцы отлично схватываются друг с другом, и где-то под конец сборки первого сциона меня осенило, что руки я клеить не стану, ибо как красить будет очень сложно, и поэтому винтовку с рукой я склеил, но к тушке не приклеивал, только притулил, дабы показать, как минка выглядит в сборе. Но на подставку я все же решил его приклеить. Второго сциона я решил собирать с плазмой, и все делать стал аналогично. Срезал, зачистил, насверлил, начал склеивать. Этот сцион получился вовсе беспроблемным. Третьим я решил собирать медика, опять же таки по аналогичной схеме. Подготовил битцы и начал склеивать все это в кучу. Тушку, ноги, в данном случае, как и в прошлом, руки я решил все же приклеить, ибо они сильно не мешали ни будущей грунтовке, ни покрасу. Голову уже пришлось ставить с помощью пинцета и поправлять пальцами. Но в итоге все получилось довольно неплохо. И последний штрих – подставка. Как видите, данный пехотинец получился очень эпичный, но при этом простой в сборке. Следующим я решил собирать вокс-кастера. Из оружия я решил вручить ему плазмопистолет, как и до этого битцы заранее срезал, зачистил и просверлил ствол. Склеивать начал с ног, потом тушка. К тушке приклеил вокс-ранец, переборщив немного с клеем, ну и следом склеил ноги и туловище. Необычное членение позволило довольно просто и без лишних проблем склеить руку с трубой вокса и потом приклеить ее к телу. Ну а рука с плазмопистолетом вообще встала как влитая. Голову же я решил повернуть в бок, в который он как бы целился. В последующем при неких манипуляциях я случайно повредил лицевую пластину и один глаз пехотинца, но в итоге решил сделать это батл дэмэджем при покрасе миниатюры. Следующий на очереди сцион с Hot Shot валиганом. Ну и все как обычно. Склеил тушку, ноги с тушкой, ранец и приклеил подставку. Голову приклеил повернутой чуть в сторону предполагаемой линии огня. Подставкой, правда, поначалу вышла засада, и пехотинец получился сдвинут слишком вперед на подставке. Поэтому я его банально отодрал от нее и зачистил ноги и подставку, дабы приклеить по новой. Благополучно совершив данную реконструкцию, я перешел к рукам. Притулив их к телу, я понял, что они будут мешать покрасу тушки и решил их не клеить. Следующий на очереди сержант сционов. И тут я принял решение не мелочиться и подготовил руку с плазмопистолетом и руку с силовым кулаком. А голову взял от Темпестер Прайма, ту, которая с штырьком, ибо Прайму я решил приклеить другую, более, на мой взгляд, харизматичную, с беретом. Исполняю стандарт. Зачистка битцов, насверленный ствол пистолета и вперед. По мне так получилось неплохо. Правда, антенка, как и в прошлые разы, немного поистрепалась.
Но, конечно же, я ее приклеил обратно. И только теперь я решился собирать Tempestor Prime. У него битцов оказалось несколько больше. В свою очередь склейка оказалась сложнее. Как раз вот этот раз членение оказалось просто идиотское, на мой взгляд. Но что поделать, надо начинать. Плащ пришлось буквально обворачивать вокруг торса из-за неких нескольких несостыковок в конструкции, он получился с щелями и зазорами. Также намучился с этим цепным воротником, он же мелкий и не сразу хотел вставать на место. Следом приклеил голову, а потом и ноги, единственные элементы, с которыми не возникло проблем. Рука тоже не сразу прихватилась. И напоследок этот гадский сервоскал, который никак не хотел клеиться, и то, как этот этап бездарно показан в инструкции, подпоганило мне настроение. Но все же как-то его приклею и зачистив плащ от переизбытка клея, на который я пытался посадить этот сервоскал, я приклеил подставку. Ну и готово. Ну и наконец пехотинец с мельтаганом. Все в той же последовательности, что и прежде. С разницей только, что ствол я стрелил в конце. И руки по обыкновению не клеил. Позже собрал еще одного пехотинца с стандартным хедшот лазганом. И снова руки собрал, но не клеил. Ну и напоследок я решил собрать еще одного Сеона с плазмой. Но на этот раз вместо пустой второй руки решил вручить ему лаз-пистолет. Ну и как всегда подготовка частей, зачистка просверливания стволов и склейка. С разницей только в том, что ноги приклеивал последними, дабы иметь возможность сделать позу как можно удачнее. Ну и посмотрим, что с этого получилось. Думаю, в данном видео я в достаточной степени описал и продемонстрировал разнообразные аспекты сборки данных миниатюр. Знаю, что многие из миник далеки от идеала, но думаю, многие недостатки немножко сгладятся при покрасе. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки.